Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Милане буквально вскружила голову разнообразием трендов. Замысловатых, красочных, ярких. На фоне всей этой пестроты показ новой коллекции именитого дома Tod's весна-лето 2023 смотрелся по-особому свежо, утонченно, изысканно. Неудивительно, что линейка получила негласное название «Роскошный минимализм». Знаменитое совершенство в простоте, которое изначально заложено в ДНК итальянского бренда, на этот раз достигло, если не апогея, то одной из самых пиковых вершин мастерства. Крой, качество ткани, изделия из кожи и непосредственно сам пошив традиционно для марки безупречны. Все аксессуары, даже пуговицы, изготовлены из лучших материалов вручную, но при этом формы незамысловатые и бесхитростные. В каждом стильном ансамбле чувствуется легкая непринужденность и уверенность в себе. Основная задача, которую поставил перед собой креативный директор Tod's Уолтер Кьяпони – создать вполне понятный, простой, можно сказать, повседневный гардероб. И уже с первого модного образа дизайнер легко убеждает всех в своих намерениях. Со слов модельера, сейчас не самое лучшее время для легкомыслия. Я не люблю избыточности в фэшн-дизайне. Современная мода должна быть более продуманной, серьезной, спокойной. Наделенный портновским талантом, Кьяпони замечательно чувствует пропорции. Взяв за основу силуэт 90-х, дизайнер предложил совместную серию мужских и женских модных ансамблей, составленных из лаконичных вещей в базовой светлой, нюдовой и карамельной палитре, слегка дополненной красным, шоколадным и синим, универсальными белым и черным. Немного поэкспериментировать дизайнер решил лишь в комбинациях привычных вещей. К примеру, объединить минималистичное трикотажное платье с объемным жакетом в маскулинном стиле, легким тренчем или пальто оверсайз, либо со спортивной ветровкой. Классическую комбинацию брюк и шелковой блузки он дополняет корсетом, который предлагается носить в качестве пояса, не застегивая полностью на все пуговки. На мой взгляд, очень любопытный ход. Такой нехитрый прием добавит образу немного небрежности и однозначно сбавит градус официоза. При просмотре модного ряда, друзья, обязательно обратите внимание на платье-рубашку, которая представлена в коллекции как в приталенном облегающем варианте, так и более свободного кроя. Тренд на низкую талию дизайнер поддержал, лишь слегка приспустив юбку и брюки на бедра, а откровенную прозрачность и сверкающий декор обошел стороной. Как уверяет Кьяпони, у Tod's женщина не стремится эпатировать. Она элегантна и утонченна, сохраняет достоинство и избегает вычурности. Смыслом и сердцем итальянской марки всегда была кожа. Помимо великолепных кожаных луков, здесь стоит отметить одежду из замши, мягкая бархатистая фактура которой гораздо приятнее к телу, хотя более капризная в носке, но чудесно сочетается с общим мотивом коллекции. Еще бренд сегодня начинает активно работать с денимом, применяя для пошива джинсовых нарядов лоскутную технику таким образом, чтобы в итоге получился красивый эффект тени. Череду однотонных вещей наряду с двухцветным денимом разбавила одежда с принтом под кожу питона, который в нынешнем теплом сезоне объявлен одним из самых трендовых. Что касается обуви, в модный гардероб на весну и лето дизайнер включил комфортную обувь в спортивном стиле. Кожаные мюли на устойчивом каблуке, традиционные туфли-лоферы, все еще актуальные рыбацкие сандали и наши любимые, легкие и такие удобные балетки с маленьким бантиком спереди. Только к классической форме теперь добавились непривычно яркие цвета, как лимонно-желтый и фиолетовый, а также шипы на подошве. Расслабленная, легкая и непринужденная получилась коллекция, которую точно не назовешь скучной и примитивной. Приятного вам просмотра, друзья! Всем красоты и здоровья! Мирного синего неба и светлого, солнечного настроения!